Здравствуйте, товарищи! Сегодня я не только к вам, значит, в образе крестьянки, да, но еще и с, как это называется, с приветствием таким же. Дождались. Не то чтобы сильно долго ждали, на самом деле, учитывая, как долго я проходила вообще основную кампанию, но дождались все-таки DLC, Atomic Heart, у меня все дела. А еще и оказалось, между прочим, что мне все эти дополнения, они, я так понимаю, будут доступны бесплатно, потому что я покупала себе Gold Edition. Вот сказали бы мне тогда бы сразу бы, я бы ничего бы и не поменяла. Так бы просто не знала, а сейчас вот смотрите, как приятно. Предлагаю приступать. Тут надо тоже выбрать будет этот, как его называют, сложность. Ну нет, среднячок я. Абсолютный. Родина меня не забудет. Но вам этого не видать. Что меня Родина не забудет. Настоящая свобода имеется только там, где уничтожена эксплуатация. Где... Спасибо. Этот, что интересно-то, Храза-то нету больше. В плане этих подсказок от Храза, советов нет. Правильно, потому что уже Хразу веры никакой нет совершенно. Ну, наконец-то. Немедленно отправляйтесь на Челомей! Вам надо, вы и отправляйтесь. Устроили тут самосуд. Это... Любимый мой, я забрала тебя в наше уютное семейное гнездышко. Весь комплекс теперь только наш. Со мной ты можешь делать, что захочешь. Это буря наших страстей, любимый. Очаровательно, любимый. А меня к этому жизнь не готовила. Я знала, что что-то будет с Элеонорой. Настоящий мачо. У тебя есть наша любовь. Наш маленький уютный мир, в котором мы будем жить вечно. И только вдвоем. Обожаю тебя, любимый. Я схожу с ума. А с кем из них себя ассоциирует Элеонора? С кем из этих женщин прекрасных? Нет, я хоррор на этой неделе уже записывала. Можно меня не пугать? Расходитесь. Вон она, Элечка. Любимая моя. Ой. Только что-то она, по-моему, нехорошая. Творится? Ты что, копаешься у меня в голове? Не нервничай, дорогой. Все уже позади. Операция прошла успешно. Я уже закончила. Ты все еще убиваешь людей, больная. Больше некого, дорогой. Сбой коллектива поразил комплекс Менделеев одним из первых. И живых людей тут точно не осталось. Если не считать вредной старухи, которая пытается подчинить меня себе. Так. На бабу Зину, конечно, надеяться мы не будем. Так. А это присели мы. Ага, у нас только кулаки есть. Здорово. А чё я по полигонам по всяким ходила тут после основной кампании? Доминатор себе прокачивала. Я думала, я буду доминировать. А хрена лысого. У меня вот есть 2 кулака и вот эти. Даже ударить их нельзя кулаками. Чё такое? Не, погодите, в смысле? А как? Я забыла уже. Вот это вот, как сделать, чтобы они все окстились? Забыла кнопку. Мне казалось, что это был Ctrl, но, видимо, на Ctrl все-таки присаживаться. Не надо так. Не надо так потупливать. Это ну что ладно. еще за хаос? Элеонора, отключи эту безумную чехарду. Не могу, любимый. Это часть защитного протокола. Он активируется автоматически и всякое такое прочее. Дай мне вредную старуху, и протокол отключится сам. Подожди, я, наверное, в то же Тут прям буря. Это буря наших страстей, любимый. Ну
так я дальше не пройду, и старуху вряд ли прогоню. Ты точно ничего не можешь сделать? О, скучно. Хорошо, я помогу тебе. Ага, ну это ты просто бурю убрала, а... Ой, это сопля опять летает. Подождите, если мы видим соплю, это значит, что мы как бы не совсем в реальности? Чё-то она с нами... А, вот. Чего вот ты сразу нормально себя не ведешь? Мы команда, Сладкий. Да, ну и Оказывается, это заметно. очень интересно помогать тебе. Была у Красота меня уже какая. одна такая команда. Да уж. А может быть, что-то понажимать? Блин! Это зря, конечно, было сделано сейчас. Нет, ну подождите, верните. Алло. Назад верните. А чё, не вернете? Ну верните мне лестницу назад. А может я могу бегать по воде опять? Нет, не могу бегать по воде. А, вот она лестница. Ну здрасте, ну вы бы еще дольше вот это делали. Так. Не очень понятно. Мне надо куда-то выше. А может там такой же где-то есть пульт, и такую же лестницу можно выше направить куда-то. Вон, сопля летает, ничего не скажет мне даже. Отсюда мы пришли. Вот непонятно. Вот здесь, например. Вот здесь, например. Но если я так сделаю, она же просто наверх уйдет. Вот. Понятно. Ну так бы сразу и сказали. Я только не понимаю, вроде как... Со мной-то ты что сделала, ошалелая? Теперь мы принадлежим только друг другу. Я синхронизировал твой модуль «Восход» со своей волновой активностью. Лучше бы ты просто его вынула, я бы тебе спасибо сказал. А так ты просто очередной манипулятор. Ебучий, как же вы мне надоели. И не говорите. Я вот сейчас не уверена, что я правильно иду, но как будто бы... Любимый мой, я забрала тебя в наше уютное семейное гнездышко. Весь комплекс теперь только наш. Никого здесь нет и не будет. Никто не помешает нашему счастью. Мы вместе навсегда. А кто до этого-то мешал нашему счастью? ну да, конечно. Так, а что за старуха? Баба Зина, что ли? Ну, конечно. Дорогой, объясни ей, что она впустую тратит время. Пусть уходит и не мешает нам наслаждаться всем. Так, список услуг. Гостиница «Легкая» – уникальный центр отдыха и восстановления, в первую очередь созданный для поддержания сил сотрудников предприятия 3826, а также простых граждан и интуристов. Постояльцам гостиницы предлагается лечение психического и физического здоровья посредством магнитной физиотерапии, многообещающе уже звучит сразу, прогулки по уникальному природному заповеднику, болотам с лечебной грязью в горах, ежедневное обследование роботизированными врачебными системами, уникальная кухня, сочетающая в себе все кулинарные традиции народов СССР, отдых и развлечения в кружках и клубах по интересам, спокойная, тихая атмосфера. Так, 1 июня 1955 года, консьерж Карпенко, младшему лаборанту химотделения Галкиной, наверное, Ксения, не считайте за наглость или тем более грубость, но сил моих больше нет. С первого дня, как вы переступили порог нашей гостиницы, я не могу забыть вас. Стоит закрыть глаза, как я вижу линию ваших бровей, восхитительную белизну улыбки, точеный стан, тонкие пальцы. Уверен, вы получаете такие сообщения по 100 раз на дню, и скромное письмо вашего поклонника затеряется в них, как слезы в дожде. Но вы прекрасны, Ксения. Я живу мечтой о вас и жадно мечтаю о встрече. Так, это что такое? Ну вот возьми эту гостиницу. Легкую.
Комфорт 5 звезд, обслуживание 5 звезд, эстетика 5, разнообразие услуг снова 5, окружение тоже 5. После того, как наука все преобразила, даже ругать нечего, хоть профессия завязывай. Вот тебе и призвание. Заведение общепита и отдыха оценивать. Что там теперь оценивать? Я бы в ресторанные обозреватели пошел. Так и готовят теперь собаки. Тоже везде отменно. Ну невозможно! Вот у кого какие проблемы, да? Будь осторожен, ее куклы могут вести себя враждебно. Куклы? Впрочем, ладно, пойду. Поговорю. А ты запрись тут и никуда не выходи. Куда? А то ей кто-нибудь навредит. Не очень понятно. Мне вон в эту. Вон в эту. А чтобы мне вон в эту, мне надо... Мне надо непонятно куда. Отсюда как-то непонятно. Ну, наверное, от вот этой. А как туда попасть? Ну, давайте здесь вот так тоже поднимем. О, нормально. Ну, наверное, все правильно. Так, покиньте гостиницу и отвяжитесь от Элеоноры. У нас задание. Как только тебе удалось меня схватить? Нет Загородки. перчатки, нет защиты, помнишь? Ха, ты все правильно сделал, милый. Да уж сам не нарадуюсь. Даже не знаю, кто из вас хуже. Что, мой сладкий? Из двух зол, говорю, выбираю то, что еще не пробовал, милая. О, даже не думала, что Нечаев начнет ей подыгрывать. Так, я правильно понимаю, что мне куда-то на дно? И что вы там разглядываете, интересно? Кружок проктологов какой-то открыли здесь. Ага, в туалет, не в туалет. Дурак! Да можно их ударить? Вот, наконец-то. Наконец-то! Насилие. И чё? Я врубила что-то. А, ну теперь выше надо, обратной. Да? Да. Чё, эти еще загорают. Все как бы в порядке. Ага, еще. А куда мне дальше-то? Еще выше? А что тебе не нравится, дорогой? Со мной ты можешь делать, что захочешь. А я разве говорил, ты что мне хочешь? что-то не нравится? Вспомнить себя я хочу. Узнать, кем был, с кем был, а не торчать здесь с сумасшедшей бабой. Я самая лучшая баба, милый. Не обижай меня. У меня и зубки есть. Да что вы говорите, ваше вашество? Я вот что-то не вижу ремшкафа. Ты откуда вообще говоришь? Секрет, мой импозантный кавалер. У женщины должны быть свои секреты. А про зубки не беспокойся. Я надеюсь, мне не придется тебе их показывать. А, я думала, она про что-то другое, про зубки решил пошутить. Так, о некоем озарении 15 апреля 1955 года от руководителя отдела экосистем Бавера, наверное, так ударение ставится, кому зав. Отделением содержания Ларионову. Пишу сумбурно, голова с ночи словно чужая. Так вот, почему Международный день грибов, отмечаемый 16 апреля, так важен? Это еще молодая теория, но если атмосфера Земли прогреется на пару-тройку градусов, если вкратце, то гриб – это истинный властитель планеты. И микология очень важна для изучения этой неподконтрольной силы. По скриптум, поймите, грибы не просто среди нас. Они могут стать одними из нас. Мне кажется, уже стали вот одним из нас примерно. Или даже последними из нас. Да, пост по скриптум. В одной из комнат я собрал образцы поразительных грибов. Врага надо знать в лицо, поэтому прошу пока о таком нарушении не докладывать, естественно. У нас тут не отдых, у нас борьба с врагами. Все понятно.
Так, нелегкая. 4 июня 1955 года. От кого? От консьержа Карпенко. Кому? Персонал гостиницы. Товарищи. Затевается небольшая, но веселая игра. Это с теми грибами, если то мы не участвуем в этом. Как вы знаете, множество гостей, впервые приезжая к нам, думают, что буквы «не» в названии гостиницы означают не гелий, а частицу «не», отрицание. А я тоже так подумала. И невероятно остроумно шутят про гостиницу «нелегкая». Иногда таких за месяц бывает несколько десятков, а иногда ни одного. Так вот, Вася придумал отличную забаву. В течение месяца отмечаем в блокноте гостей-юмористов и тех, кто понял настоящий смысл названия, а в конце скидываемся по пятаку и делаем ставки. Большая просьба не мухлевать, не подначивать гостей и руководство, конечно же, об этом тотализаторе ни слова не говорить по скрипту. Считаю, что Вася, придумавший эту идею, настоящий гений. Смешно. Муся. На предприятии животных любят. Захаров вон даже кошку завел. Никогда бы не подумал. Он о ней даже не распространялся. Но я лично видел Мусю. Харитон Родионович бывало отдыхал тут, правда, недолго. Занятой был человек. Иногда казалось, он к нам все больше с проверкой заглядывал. Ну так вот. То есть Муся еще и прям на предприятии жила? Да, в принципе, наверное, потому что и сам Харитон жил на этом предприятии. Так, а чё тут-то? Мне теперь надо... Вот же угораздило тут застрять. Это наш дом. Мы будем вместе его защищать. Понятно. Не дом, а тюрьма, ты хотела сказать. Ну не злись. Я уже буду выпускать тебя погулять. Ну, шаловливый пёсик. Спасибо большое. Ага, ну вот, правильно. Ничего Так, не... ну и где мне гулять? Никакого оружия не На дали. поверхности есть прекрасные места для прогулок. Но обязательно возвращайся, как только поговоришь со старухой. И ты вот так меня отпустишь? Вдруг я не вернусь? Ты так считаешь? Я тебе полностью доверяю, мой милый. Поговори со старухой и возвращайся. Ладно. Чем тебе так баба Зина не угодила? Но она же хочет ее подчинить. Способностями, как и мерзкий подонок Петров в свое время, пока его не обезглавил мой рыцарь. Да не трогал я его. Да. Я же говорил, что он сам. Ну, конечно, пупсик. Так все и было. Как я и сказала, я полностью тебе доверяю. И он сам. Ебучий, блин. Я вот все думаю, как ему Филатова голову-то пришила. Что она сделала? Мой наивный Сережка. Чего? Милый, потаскушка Филатова просто вытащила из мозга недостойного слизняка датчик снижения. Петров просто подкинул его уже мертвому человечешке. Это же так очевидно. Перестань смеяться, очевидный. Петров, сволочь, вот что очевидно. Отстань, Да. мне надо подумать. Какой сердитый Бука. Ну хорошо, подумай. Как мне На нравится ее столе голос. выхода ты найдешь нейроимпульсный пусковой блок. Аленка, активируй его, когда станет совсем туго. И я приду к тебе на помощь. Да ну его нафиг такую помощь. Так, дружба всегда победит. 25 марта 1955 года. От кого? Ефим Березин. Или Березин, наверное. А кому? Юрий Тимошенко. Дружище Тарапулька, пока судьба нас развела, но верю в лучшее и в то, что мы скоро свидимся. Бравая мы с тобой команда, и неважно, плечом к плечу или по разные стороны экватора, потому что ты мой самый настоящий лучший друг. Нам важно помнить, что если и случается что плохое, в итоге будет мир и дружба. А раз слова из памяти не сотрешь, пусть они будут добрыми. Береги себя, крепко обнимаю и надеюсь на скорое совместное застолье. Про сосны споем, про океаны и любимую, про безобразную Эльзу исполним.
Главное, чтобы не про безобразную Элеонору, иначе нам всем тут не сдобровать. Всегда твой верный товарищ Штепсель. А, Тарапунька и Штепсель. Вот они какие. Да будет тебе, он выпил-то всего рюмку. Ладно. Чё После один и того, тот же как голос опустошил всё все время? мои запасы, это правда. Но мужик как кремень, жесткий, здоровый как шкаф. Перчатка еще такая у него. Вошел в дверь, ушел в загул. В смысле, почему? Ты знаешь, что он один во время инцидента тут выживал? 3 дня почти. Против всех машин. Чего он там насмотрелся, одному черту известно. Пусть хотя Повитая его спасет. Нам после такого всем бы не помешало. Чё спасет? Я знаю, ничего нас не спасет. Внешне Алло. на шоколад похоже. Правда, мило? Это будет для тебя своеобразной вкусняшкой. Имею в виду, это расходный материал. Будь с ним экономнее. Учту. Окей. А для чего это вообще надо? О, ну все, началось. А, это будет наше оружие, да? Оружие. Отдай. Вот и все. Пригодится. Чувствую, местечко тут то еще. Это спецатака такая? Слушайте, да тут и обычная атака выглядит как спецатака. Так что... Я не знаю, дум какой-то начинается. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. И как он пролез через те трубы, мы никогда не узнаем. А мне интересно, вот этот прикол про то, что Филатова в итоге, типа, не пришивала ему голову, это, типа, не знаю, кто-нибудь из тех, кто прошел игру, такие наехали на разработчиков, что даже при каких-нибудь там офигевших технологиях это невозможно, и они такие, ну, короче, оправдаем это тем, что они всех обманули. Или они сами подумали, что это невозможно. Или это просто прикол. Просто по фану угорают над нами. То отрезают головы, то пришивают, потом выясняется, что не пришивали никакие головы. Как же эта кнопка-то была? Я забыла. Не работает перчатка. Не работает перчатка. Подождите. Это понятно, что перчатка... Ты чё, братан? Не-не-не, ты отойди. Подожди, ты чё, блин? А чё с него? А нельзя ничего с него собрать. Почему это как скелет выглядит? Мне не нравится. О! Ну я так поняла. Вот этот желтый, да. Что тебе дам, ага. Ты чё? У меня нету аптечек, алло! У меня вообще ничего нету. Здравствуйте. У меня есть только, как всегда, у меня слабоумие и отвага. Я же с этого, с Гриффиндора. Так. Ну нет, подождите. А как же я без аптечек-то? А как же это? Здравствуйте. Нет, ну это так не работает. Подождите, смотрите. Мне, чтобы нанести урон, мне надо подойти. Им тоже. Получается, что избежать конфронтации нельзя. Правильно я понимаю? Правильно. А ты зачем собрался обратно? Ты чё? А почему собрать нельзя?
Нет, нет, подождите. Так я с тем-то вообще не справлюсь, это точно, это 100%. Ну, кстати, двойной этот рывок у меня вкачан. Что интересно. Да. То есть, как бы мои какие-то умения остались, но ни оружия, ни этих, ни аптечек у меня нет. А можно мне чуть-чуть хотя бы? А давайте пробежим просто. Зачем нам с ним бодаться, правильно? Ну, может быть, он отстанет от нас. Может, он вообще провалится вот здесь, да и все. Ты что, дурной, объясни? Ты дура... Вы посмотрите на них. Они бешеные вообще. Он идет за мной. Тебе что, больше всех надо? Нет, а что такое? А почему нас такими беспомощными-то оставили в самом начале? А они что-то какие-то охреневшие. Нет, я для чего по полигонам ходила? Алло! Блин, я сейчас еще и пройду какую-то точку, в которой меня уже тот заметит и будет еще весь. Нет, в смысле? Что за говнище? Где эта кнопка, которая, типа, что там... Или это с помощью перчатки так раз делал? Что, типа, сканировали мы помещение, что-то есть, тут нет. Какой-то дебилизм. Точно с помощью перчатки было. С помощью перчатки было? Подожди. Управление. А где это было-то? Чувствительность мышц, настройки управления. Так. Вот, например, тап. Радиальное меню, ускорение, ручной тормоз. Вот. А, вот, сканирование. Да, он говорит, не работает перчатка. Не, ну здрасте. А зачем играть в старую игру, как будто она новая? Я одна не понимаю прикола. Еще тут от него не знаю, как это отойти нормально. Отстань. Отстань. Надо как-то не дать ему вообще меня тронуть, потому что там еще... А там их дальше еще 3 человека. И что мне с ними со всеми делать? Иди сюда на одной ноге, так-то я тебя точно сделаю. Не, он даже так меня пытается атаковать. Ну, вы видели его? Так, ну вот сейчас что-то получилось. Взять-то я почему ничего не могу? Найдите способ покинуть болото. Ты можешь пойти в пень? Причем этот вообще, он еще хуже, чем тот. Он типа вообще какой-то озверевший. Псих. Ты понимаешь, что ты псих больной? Отойди от меня. Отойди. Ты думаешь, ты один буйный? Я тоже буйная. Да блин, куда бить-то? Ах ты, скот, все-таки. Вот, иди сюда. Иди сюда. Я тебя сейчас атакую. Я тебя сейчас так атакую, блин. Вот скоты. Да почему похилиться-то я не могу? А если просто подождать? Ну тут так не работало. А у вас есть что? Давайте у вас что-то было. Ты вообще в уязвимой позе зря стоял. Ну и чё? Мне хочется как-то похилиться, если честно. Или сохранение какого-то. Например. Что-то мне просто подсказывает, что вот этот вот он не последний ни хрена. И что я сделаю? Сканирование у меня не работает. Работает. А я как бы так вот глазами своими я не вижу ничего полезного. А если я тихонечко? Мы же любим стелс, да? Да? Нет? Вот так. Вот так тихонечко. Вот так. Может, нас и никто и не заметит. Да иди ты в пень! В принципе, я не знаю, чего. Я не знаю, чего мы ожидали.
Я не знаю, чего я ждал. Тут... Ну, блин, сейчас опять заново. Пироги в Зазеркалье. Ну, вот такие, блин, пироги. А Нечаев много раз говорил, какие пироги. Ну, это вы прикалываетесь. Вы просто прикалываетесь. Нет, серьезно, типа, я же... Это же не первый DLC в моей жизни, правильно? Обычно, если это, типа, еще и заявляется как сюжетное, типа, DLC, все дела, продолжение, там, вот это вот всего, почему мне мои все способности не вернуть? Да хотя, да хрен с ними, со способностями! Хилок можно было мне дать просто. Где этот придурок? Почему? Что-то какой-то замочек, блин, почему я не могу ничего собирать? Это же, ну это бред просто какой-то. Идиотизм. Я не понимаю, зачем в старую игру играть так, как будто бы она новая. Если вы хотели сделать новую игру, сделали бы новую игру. В чем проблема? Ну какой ты, блин, прыгучий, гнида. Ну и все, и капец. Ну третьего-то мы точно не пройдем уже. Может быть, там четвертого нету впереди? А, погодите. Погодите. Вот. А, они... А, чё это? А откуда вы? А вы откуда вы? А давайте 10 сразу. А чё не 10? Вот и музычку включили. Я вот и говорю, под музычку надо было 10 сразу. Чё вы? А, надо было сразу бежать. Заканчивать орать! Вытащи меня отсюда и поговорим по-человечески. Дезертир ты, а не человек! Ты хоть видел, что ты натворил? Бойцы, брать предателя! Эй, бабка, ты чё Вы свихнулась? чё, Успокойся. гоните? Аленка. Используйте Аленку в наиболее опасных ситуациях, когда противник берет числом. Как? Ебучие пироги, их слишком дохрен. Ну и чё? Это что такое? Это что такое? Это Аленка это делает? Нормально так долбануло. Мне однозначно нужна еще одна такая Аленка. А лучше 10. И оружие бы нормально не помешало. Да. Идешь где-нибудь такое, милый. А пока применяй против врагов собственный импульсный вихрь. Собственный вихрь? И где мне его взять? Ага, ну не надо идти, там огонь. Сеченов тварь. Ну, Питание своего компьютера ты ударишь врагов нейронным импульсом. а как же... Проверю в ближайшее время. Так, куда теперь? Теперь в могилу, крысёныш! Уймись, нет тебя в моем сценарии. Ты не поняла еще? В смысле нет ее в твоем сценарии? Нас послали с ней поговорить. Она есть во всех сценариях. Не понимаю. Как я туда... А, все, она улетела. Стой, собака! Я честно... Их еще... Блин, ну ты задолбал уже. Господи, лучше уж Вовчики. Ну серьезно, с Вовчиками хотя бы все понятно. Вы какого хрена такие живучие? Да там, видать, убивать нечего. В Вовчиках же там какие-то механизмы важные. Какая-то... Чего? Чё за звуки? Да отстань! Да уйди! Леонора! Где тут выход, Элеонора? Вылезай оттуда! Теперь тут еще и связи нет.
Ну, бабка. Да все, отстань. Ладно, разберемся. Я не буду с тобой разговаривать. Застрял тут и застрял тут, сиди там. Блин, Аленка реально только одна была. А мне понравилось. А там вон их. Тьма. А у меня нету больше никакой Аленки. У меня есть Клуша. И я, блин, Клуша. Ну вас в баню. Я не хочу с вами контактировать. Что мне делать теперь? Товарищ майор, будьте любезны, обезопасьте район высадки. Пока здесь враждебные силы, вход сюда исключен. Понял, сделаем. Это кто вообще говорит? У меня нету никаких даже... Да блин, отвали! Давайте я просто зайду. Да... в смысле? Вообще, Нечаев настолько отупел, что он не может даже перепрыгнуть. В смысле? Это не лифт? А что это? Или он работает только после того, как ты вот этих всех загасишь, ублюдков? Или чё? Я чё не понимаю. А куда у меня теперь метка? А у меня вообще метки теперь нет. Тебе надо зачистить. Да не хочу я никого зачищать. Их вон тьма, а я один. Ну все, ну мне как сдажи в любом случае. А Элеонора сказала, что можно импульс какой-то использовать. Какой импульс? Вот, Аленка. Не, она сказала, что в тебя встроила импульс и его... О, Какой? Какой она импульс в меня встроила? Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Какой импульс? У меня вот никаких способностей нету. У меня есть вот эта лопата. Ну, типа, рывок. Почему-то один теперь. А, вот, теперь 2. Все. А чё еще-то? А чё еще тебе надо? Я не помню вообще ни про какой импульс. Она говорила, что она с помощью восхода в башке в моей со мной соединилась. Вот что она сказала. Инвентарь взаимодействует, сканирование, использовать расходник, следующий расходник, предыдущий расходник. Ну и все, и нету В ничего. и Q. Чего В и Q? Так это тоже были все способности, как бы с перчаткой связаны. И главное, посмотрите, какие честные. Вот с тем же количеством ХП меня восстановили. Видите, как здорово? В трясине забот. Ну нет, я так не играю. Товарищ майор, будьте любезны, обезопасьте район высадки. Пока здесь враждебные силы, вход А сюда сколько исключен. здесь этих враждебных сил? Понял, Мне бы кто-нибудь сделаем. сказал? В смысле? Да я говорю, а чё сразу не 15? Это просто какой-то трындец, если честно. Зачем заново, типа, меня делать инвалидом? Вот это, кстати, помню, что это Фаина Раневская говорила. Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью. Такая, как нам это поможет? Это все равно какая-то тупая тупость. Почему у меня нет Товарищ никаких... майор, будьте любезны, Они обезопасьте серьезно район думали, высадки. что Пока ты... здесь враждебные силы, вход сюда исключен. Понял, сделаем. Мне даже это не помогает. Их тут вообще 4, 5. Они серьезно думали, что без вообще каких-либо хилок
поборешь 5 вот таких вот врагов, да хоть на каком-нибудь уровне. Хорошо, обычно, если типа вы так делаете, должен быть вариант со стелсом. Должен был быть вариант пройти их по стелсу. Такого варианта нет. Как бы тихо ты ни пытался проходить, они все равно, суки, тебя видят. Нет, я ничего... Поднимайтесь, товарищ майор, я спущу вам лифт. Вы сможете найти меня в центре управления, на верхнем уровне лаборатории. Ну и что, и поедет? На каком уровне? На верхнем. Скажу сразу, покинуть предприятие вот это сейчас не получится. Не улететь, не убежать. Это почему? Комплекс Менделеев находится под контролем Элеоноры, поврежденного искусственного интеллекта. Это я уже понял. Что тебе нужно? С чего это вдруг пчела такая Нет, добрая? это все не так. Так не должно быть. Иди отсюда. Все, улетай. Идите сюда. Вы повредили свою перчатку. Где? Так, о чем это я говорил? Да, комплекс Менделеев находится под магнитным куполом Элеоноры. Коллектив нас не видит, так что мы в изоляции. Связи нет и транспорта тоже. А как же бабка? Летает себе спокойно и проклинает меня. Зинаида, да, она отлично оснащена технически. Идите сюда. Вот. Она перешла в открытый конфликт с Сеченовым. Но теперь я боюсь, это скорее наша проблема. С Сеченовым? Которого мы Присаживайтесь поудобнее вот в убили? это кресло. И поместите свою левую руку вот сюда. А я пока произведу замену полимерного манипулятора. Не хочу. Когда лопатой. Я вам не верю никому, уродам. А в чем повреждение перчатки, я не помню. Отлично. Так. Какого дьявола? Не переживайте, майор, здесь все свои. Так, что бабуля хочет? Чего бабуля хочет? Бабуля хочет Элеонору, Сергей. Вы же понимаете, что она по своей сути автономная фабрика по производству оружия. Поэтому Зинаиде нужен контроль над ней. А манекены? Это тоже Зина? Да, Сергей. Полковник Муравьева перехватила контрольный узел Менделеева, который управляет, как вы их там называете, манекены? Выходит, комплекс блокирован 2 психопатками? Угу. Именно. Именно. Сначала Элеонора выставила магнитный купол, а потом Зинаида взяла под контроль роботов на поверхности и пыталась ее подавить. Песня такая. Так, ну и чё? И чё еще? Сколько дней я был в отключке? Коллектив уже запустили. Как вы здесь оказались? Чем закончилась первая часть? Я вообще все забыл. Ну, у нас закончилось вообще-то тем, что мы убили Сеченова. Это что, предыстория? Нет. Сколько дней я был в отключке? Коллектив уже запустили? 3 суток. Благодаря вам, Сергей. Коллектив 2.0 запустился вовремя, и он ежечасно пополняется сотнями тысяч людей всего мира. Что же вы сразу бабу Зину не отловили, раз у нее банка отъехала? О, нет.
Она вовсе не с ума сошла. Она полковник контрразведки СССР и начальник узла секретной правительственной связи. Вот только примкнула она в итоге к врагам коллектива. Ага. Будете Аленку? Да. О, не волнуйтесь, это просто шоколад. Нет, Тем мне более. надо не Почему шоколад ее не как раз, арестовали дай. А я узел полковника Муравьевой, Сергей. Ее избушка – это передовая технология войсковой разведки. Она прекрасно маскируется. И отследить избу невозможно даже из моей лаборатории. Поэтому ее появление здесь было для меня огромной неожиданностью. Мне кажется, это голос старого Спока. Как мы здесь оказались? Почему не можем улететь отсюда? Как вы здесь оказались? Почему мы не можем улететь отсюда на вашей лаборатории? Я узнал о сбое Элеоноры и сразу же отправился сюда. Она мое изобретение. Мне за нее и отвечать. Но Это перезапустить он, управляющий Ясон. алгоритм мне не удалось, а сбой самоанализа все усугубляет. Получается, Теперь Элеонора препятствует Тесть. любым моим попыткам отладки, считает их актом насилия над собой, как над женщиной. Профессор, но лаборатория вроде цела и невредима. Это верно. Это верно. У Элеоноры нет возможности ее атаковать, но она прекрасно использует электромагнитные подавители, чтобы вывести мои двигатели из строя. Лаборатория буквально увязла в магнитном поле, как в болоте. А еще Элеонора заблокировала всевозможные дистанционные подключения к своим интерфейсам. Что за манекены? Куклы? Спецсерия ШЗ-5. Шиза. Охранно-обслуживающий персонал комплекса. Шиза, это Комплекса и Менделеев. так понятно. Это экспериментальные прототипы, на базе которых отрабатывались новые технологии нейрополимерных роботов, охранников скрытого типа. Да. Там моя Шиза рука косит вообще-то. Наши ряды. Для чего тут потребовалась замаскированная охрана? Есть что охранять, Сергей. Менделеев — это колыбель Элеоноры. Здесь в недрах ее комплекса ее мозг или сердце, если хотите. Помимо этого, здесь разрабатываются новейшие прототипы роботов, полностью изготовленных из нетвердых полимеров. Так, перчатка — это хорошо. Дальше что? С чего С начнем? поисков роботов типа БУС-А, содержащих эталонные алгоритмы Элеоноры. Все хорошо? Руку можно достать. Ну, слава тебе, Господи. Плетеные нейроконтакты? Что-то напоминает. А. Не могу вспомнить. Довольно красиво. Он на мой вообще взгляд, ничего не помнит. Да, мило. И не забывайте, Сергей, я ученый, у меня нет боевых модулей. Но перчатка оборудована стандартным пакетом, включая сканер, телек и полимерную сферу. Она также содержит модуль связи, через который я буду помогать вам советами. Улучшить снаряжение вы сможете у Элеоноры, если она вам не откажет. Да уж она точно не откажет. Где искать ваши бусы? В моем терминале груши вы найдете информацию о внешнем виде и возможностях БУС, а искать их придется по всему комплексу. Я бы начал с болот. Там, где я вылез, прошел бурав. Попасть обратно в Менделеев у меня не выйдет. Неподалеку есть входной шлюз. Сейчас он заперт Элеонорой, но я знаю, как достать пропускной код. Я послал за ним последнюю бусину, но на обратном пути ее пришлось полностью деактивировать, чтобы Зинаида не смогла отследить магнитоход. Значит, я приношу бусу, и вы даете мне код допуска в Менделеев. Все именно так. Не буду медлить. Прекрасно. Чудесно. А кроме лопаты, мне можно что-то дать. Новые навыки. Теперь вам доступны новые навыки. Вы можете улучшить их и свое оружие в ближайшем ремшкафу. Это зашибись.
А что это за способности? Что это за способность? О, запись первая. Лабораторный журнал профессора Лебедева. Час назад получена информация о самостоятельном отключении Элеоноры от сети коллектив 1.0. Все входящие линии связи блокированы ею. Элеонора не отвечает на запросы. Срочно вылетаю в комплекс Менделеев, попытаюсь решить проблему на месте. Сейчас раннее утро, в лаборатории нет никого из моих ассистентов, но ждать прибытия персонала нет времени. Особо опасно. Так, только что мой шар приземлился на территории комплекса Менделеев. Ситуация катастрофическая. Комплекс захвачен находившимся в боевом режиме нейрокуклами. Что? Комплекс захвачен находящимися в боевом режиме нейрокуклами. Экспериментальные лаборатории вскрыты. Прототипы семенок выпущены на свободу. Все сотрудники комплекса погибли. Приступаю к подробному изучению обстановки. Все хуже, чем я ожидал. Не имея надлежащей специализации, предатель Петров провел попытку взлома Элеоноры воистину бездарно и примитивно. Он не только не смог подчинить себе мозг устройства, но и получил неконтролируемый эффект усугубления опасных патологий, привнесенных им в ее управляющие алгоритмы. Элеонора неуправляема. Предельно агрессивный, находится во власти крайне нездоровых иллюзий, возникших в результате вышеуказанных патологий. Агрессия ее мозга продолжает усиливаться. Ищу способы решения проблемы. Привязанность Элеоноры к агенту П3 оказалась для нас неожиданностью, однако это свидетельствует о том, что взаимодействие с Элеонорой все же возможно. При соблюдении неких неизвестных пока факторов Элеонора может вести себя дружелюбно. Продолжаю разбираться в ситуации. Ай, все-таки ты давай, Артур, не обожествляй машины. Да, полезные, да, умелые, но всего лишь инструменты. Без разума от них в эволюционном плане пользы ноль. Еще надо доказать, что как раз разум представляет хоть какую-то пользу для выживания, дружище. Вечно он вас куда-то в тень ведет. А если не нужен он, разум твой? Как вон Эдик Камперян с Челомей это говорил. Человек — это лишь звено, необходимое для создания венца творения. Ха. Рюмки коньяка с ломтиком лимона. А это тут при чем? Ну, он-то шутил, ясное дело. Но вдруг мы всего лишь этап эволюции для создания роботов. И весь наш разум — это лишь инструмент в их эволюционной карте. Мизантроп ты, Артур, и нигилист. Вовсе нет, Максим. Я верю в то, что делаю, а не восхваляю себя. Может, человек просто тупиковая ветвь эволюции, а ему все кажется вершина? Может, от того и вершина, что дальше расти смысла нет. Венец творения. Кстати, о венце. Может, в бар заглянем? Пару венцов творения по версии Эдика я бы усвоил. Понятно. После многочисленных часов работы становится совершенно ясно, что единственным способом восстановить изначальную работоспособность Элеоноры является ручная пересборка всех ее основных управляющих алгоритмов. Дефектная информация, образовавшаяся внутри мозга устройства, должна быть заново заменена на эталонные данные. Требующуюся информацию необходимо поместить в нейрополимерные сгустки, капсулы, с которыми надлежит доставить в загрузочное помещение, откуда осуществляется их перемещение в мозг устройства для последующей ручной рекомбинации управляющих алгоритмов. Приступаю к изготовлению новых полимерных информационных носителей. А, я думала, фотографию прикрепят. О, как он выглядит, можете посмотреть у меня в груше. То есть, как выглядит, блин, Зина, нам сюда запихали. А как выглядит этот бус сраный? Вот. Кукиш. Робот-магнитоход БУС-А. Бипедальное устройство. Сборная
автономная. Основная функция – автономный транспортный контейнер для безопасного перемещения химических реагентов и образцов активных полимеров внутри комплекса Менделеев. Роботы также эффективно используются в качестве объектов различных экспериментов. Бусы имеют небольшие размеры, сферическую форму в собранном состоянии и стандартную серую окраску, которая может быть заменена на цветовую индикацию для различной маркировки грузов по степени важности и предназначению. Ну, это прекрасно. Значит, вот, это теперь работает, но один хер, ничего полезного для нас тут нет. Мы можем сохраниться при полном ХП хотя бы. Ой, запись 6. Ой, я уже что-то не хочу это все читать. Вот мы про Бусу почитали. И хорош, честно. Вот уже нет моих сил. А куда мне надо-то? Мне надо вон в тот сарай. Ну, а как? Вот лифт. Мне даже никто не поможет. Даже никто не поухаживает за мной. Никто даже вот не подскажет мне. Вот дверь. Что это? Техностазис. Ваша перчатка оснащена способностью замедлять течение времени. Используйте данный навык, чтобы определить слабые места противника. Вот, теперь я могу чего-то собирать. Я не могла собирать, потому что перчатки не было. Я такой ленивый дебил, что я не могу даже просто, подойти и руками собрать чего-то. Вот это вообще, вы много кушат, майор Нечаев. Обосраться просто. Нет, вы видели? Он не мог это сделать, потому что у него, видите ли, перчатки не было. У меня шок. У меня просто вообще нет слов, Нечаев. Вон они ходят. Матерая деревенька, чего только не повидала. Эксперименты с биомами, Сергей. Не всегда удачные, но людей, поверьте, отсюда вывезли. Да я даже и не... Все нормально, профессор. Да вообще нормально. Настолько, главное, было нормально, что можно было даже без хилок лениться просто их собирать. Вы видели? Это просто вообще... Это край вообще виллы просто. Хорошо. Так, кто-то меня уже заметил. Ой. Непонятно только где. Вон их, наверное, до хрена. Они, наверное, вот как раз все идут сюда. Нет? Или нет? Или да? Или нет? А мне сюда не надо. А они сюда не идут. Странно, а почему тогда такие звуки? Открыто написано. Ни хрена не открыто. А я могу в окно вылезть? Не. Вон. Вон. Здравствуйте. Так, а чё, говоришь? Замедлить? А чё? Ну вот я замедлила. Какие тут у него были слабые стороны? Ну ты еще, привет! У меня, главное, только лопата. У них вон куча какого-то говна. Вот так спасибо, как говорится. Ну, у меня хотя бы теперь есть хилки. Ты куда побежал? Алло. Ты куда? А почему он убегал? Он что-то знает? Я тоже хочу это знать. Может, мне тоже пора уже. Что как-то он не выглядел так, что он от меня убегает, если честно. Это ты чё? Я же вообще-то отошла. Почему это не сработало?
Нет, ну, ребят, теперь у меня есть хилка. Вы даже не думайте, что я теперь такая беспомощная, да? Уйдите. Все? О, можно теперь пособирать. А, нет, нельзя. А чё, а где ты был-то? Я вас не понимаю, вот этих дебилов. Где вы ходите? Не было красного никого. Вон там какой-то стоит. Ничего не понятно, но очень интересно. Мне надо бы тут что-то где-то походить, бы что-то поискать. Что тут как будто бы полезное лежит. Не то в доме, не то где, вообще непонятно. Наверное, не в доме. Господи, ты задолбал, честно. Уже второй раз меня напугал. Так, ну допустим. Не очень понимаю. А почему ты хочешь у меня язык поменять? Странно. Чё? Да, дорогая, добрался. Называется как? Легкая. Да. Нет, не легкая, говорю. Да какая женщина? Ну, это гелий, так. В честь гелия, легкий газ. Да не легкие. Да с кем мне тут изменять? Алло. Ты говорил ведь отец, на предприятии жену искать, а не по кабакам. Зато ноги. Да. А что, на предприятии брали только безногих женщин? У Филатовой были ноги. Не понимаю. Что вы хотите от меня? Мне надо туда, да, вы хотите сказать? А я если туда не хочу? Вон, они же там, эти уроды. Если мне туда не хочется. Ну вы, конечно, вообще криповые мрази. Это они говорят? Слушайте, а я когда... Чтобы ту волну-то преодолеть, я сложность не поменяла после этого. Это так какое-то избиение младенца. Кто это говорит? Подождите, давайте обратно сделаем. А, блин, так все прекрасно видно. Вот, надо обратно сделать. У меня же теперь есть вон. Иди сюда, ты. Давай, иди. Иди. Знаешь, что вы делали с Элеонорой этим летом? Ох ты, гнида. Блин, просто что интересно? Да я тебе что сказала? Вот, и эта способность, кстати, осталась тоже. Что одной рукой он может хилиться. Вот. Большие гуси начинаются справа. Кто это говорит? Он говорит страшные вещи. А там вон еще манекены. Ну, слушайте. Уже у нас, мне кажется, время вышло. Ну иди. Я не могу. Ну давай. Где он?
Прекрасно. Чудесно. Я вот как-нибудь, может быть, здесь обойду. Или я прям как раз к манекенам и приду. Да вроде нет. Если я вот так аккуратненько. Много я их соберу? Ой, до хрена, если честно. Очень до хрена. Очень даже до хрена. Тихо, 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 тихо. Зачем ты схватил? Отпусти! Они мне еще включили теперь музыку. Это же этот. В пещере горного короля. Здравствуйте. Не надо. Нет! Нет, нет, нет. Блин, еще как-то неудобно, что вот на них ХП не написано. Отстань! Блин, ты чё, урод? Ну да, не красавец, естественно. А за кем из вас следить-то? Тихо, тихо, тихо! Кто это делает-то, блин? Я от них отхожу, меня все равно кто-то, блин, дамажит. Чё за фигня? И сзади, главное, точно никого не было. Ну ты гнида. Ну нет, ну это трэш, просто трэш. А можно мне что-то кроме вашей этой пуколки сраной? Которую мы называем клушей. Может быть, где-то еще хилки тут завалялись? Завалялись. Одна. Чё ты думал? Я с вами не справлюсь, с уродами? Я справлюсь. Иди сюда, ты один остался. Нет, а ты с фонтана-то слезь. Ты такой умный. Иди сюда. Ты выходи со мной раз на раз, блин. Друганов я завалила, стоит там на фонтане. Лебедев, как слышите меня? Вот Прием. так-то. Слышу вас хорошо, Сергей. Вы нашли бус? Так точно. Подберите ее телекинезом и несите ко мне. Бус можно и на землю бросить. Ее всегда можно подобрать, но потеряется, придется искать заново. Понятно. Так. Это что означает фраза? Это значит, что сейчас Вы на в меня порядке, Сергей? нападут? Я спущу вам лифт. Вот, я думаю, как раз на этом мы и будем заканчивать. Замечательно, Петри. А теперь отдайте бусу Терентию. Кому? Ну, на. Терентий. Ну или так, Терентий. Терентий такой Я пока хороший. извлеку из носителей все коды, а да, и помогу вам с пушками. Это поможет в охоте на бус. Да, Терентий, иди подготовь оборудование. Терентий такой хороший. Помощник. А тут другая песня будет играть? Вы пока походите здесь, отдохните, может, почитаете что-нибудь. Лифт все время в вашем распоряжении. Спасибо. А чё по пушкам? Понятно. Ну ладно, чё? Ну уж не знаю, на самом деле, буду я записывать вторую серию или нет. Посмотрю. Может, все-таки и буду. А может быть, все-таки и нет. Не знаю. Что-то пока у меня какие-то первые впечатления странные. Не очень понятно, зачем было снова из нас делать инвалидов, когда заявлялось как бы прямое продолжение. Почему Сеченов жив, когда мы его убили, и вроде как это была, что называется, истинная концовка, ну типа каноничная, вроде как именно так создатели все это и задумывали. Как-то непонятно.
В общем, вы, естественно, свое мнение, как всегда, пишите в комментариях. Все читаю, посмотрю. Может, я что-то не так понимаю. Может быть, я что-то подзабыла, вы мне напомните. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки и присоединяйтесь ко мне в других социальных сетях. Все ссылочки, как всегда, в описании. Всех уже люблю. Пока-пока.